Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, подписчики канала и участники проекта. Сегодня будем говорить на, казалось бы, с первого взгляда достаточно скучную тему вложения китайцев в Российскую Федерацию. Но если начать вдаваться в детали, если заниматься, например, как я, профессионально этим вопросом последние 4 года, на уровне региональных правительств, крупных проектов в Российской Федерации, то картина открывается более чем интересная. А парадокс китайских вложений в Российскую Федерацию состоит в том, что на Российскую Федерацию приходится меньше 1% китайских инвестиций. Казалось бы, общая граница. Десятки лет разговоров о том, что китайцы хотят поработить Российскую Федерацию. И другие факторы, которые бы, по идее, должны были бы способствовать китайским инвестициям. Однако реальный объем китайских инвестиций не превышает 1 миллиарда долларов в год в российские проекты. Хотя общий объем китайских инвестиций, например, в 2018 году составил более 130 миллиардов долларов. Больше инвестирует по миру только Япония, 143 миллиарда долларов. Из этих 130 миллиардов китайцы вложили в Соединенные Штаты, в Германию, да даже в Африку они вложили 27 миллиардов долларов. Это в 27 раз больше, чем в Российскую Федерацию, которая находится не за 2 океана от Китая, а вот на границах. Почему такая ситуация складывается? Но перед тем, как перейти к реальному опыту работы с китайскими инвесторами, а я реально работаю с крупнейшей пятеркой китайских банков, с их руководством в Москве, в головных офисах в Пекине, с крупнейшими инвестиционными корпорациями, знаю руководство лично. Так вот, перед тем, как перейти к обсуждению общих проблем инвестирования, хочется вспомнить истории, которые мне приходят в голову, когда мы говорим о китайских инвестициях. В начале 2017 года я вместе с академиком Глазьевым, тогда он еще одновременно совмещал этот пост с постом советника президента Российской Федерации. Когда я был в Пекине, мы участвовали в одной закрытой встрече, посвященной китайским инвестициям, в том числе на Дальний Восток, который проводил один из мозговых центров Министерства иностранных дел Китая. Я немало удивил Сергея Юрьевича и немало удивил китайцев. Я думаю, что удивлю некоторых слушателей. Я достаточно прямо и откровенно сказал, что китайские инвестиции на Дальнем Востоке и в Сибири Российской Федерации не нужны. Российская Федерация была бы очень заинтересована в этих инвестициях в Москве, в Санкт-Петербурге и в западной части России. Почему я так считаю до сих пор? Я своего мнения не изменил. А считаю я это так, потому что и Дальний Восток, и Сибирь – это стратегический район, который нужен под контролем только Российской Федерации. И его развитие не заинтересовано ни одно государство вокруг. И тем более этот фактор такого геополитического влияния России, он усиливается в связи с появлением арктической тематики в последние десятилетия. Арктика тает, превращается в Средиземное море 21 века. И одним из важнейших таких побережий этого Средиземного моря становится арктическое побережье Российской Федерации. Так вот, в связи с этими факторами Дальний Восток, который сейчас далеко не самый благоприятный регион, практически ни одно государство вокруг не заинтересовано в его развитии. Ни американцы, ни китайцы, ни японцы, ни какая-либо другая страна не заинтересована в том, чтобы российский Дальний Восток упирался в Тихий океан и в Северо-Ледовитый океан и был бы мощным форпостом присутствия России в геополитике, в экономических, транспортных потоках близлежащих государств. Таким образом, ни одно из близлежащих государств, тем более Китай, не заинтересован в том, чтобы экономика Дальнего Востока была сильнее, чем экономика их территорий. И китайское присутствие на Дальнем Востоке и в Сибири угрожает геополитическим интересам Российской Федерации. В связи с этим можно еще несколько таких сущностных характеристик к инвестициям китайцев в Дальний Восток добавить, что, как правило, эти инвестиции они носят
характер инвестиций в геополитически и стратегически важные районы Дальнего Востока. Почему-то они всегда совпадают, рядом находятся с важными военными объектами Российской Федерации и всегда носят двойной характер. К этому надо добавить, что лишних денег на китайском северо-востоке нет. Это самые депрессивные регионы Китая, то есть это провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. И любое развитие Дальнего Востока России является конкурентным для этих провинций. Это достаточно подробно описал в своей книге в первой «Некоронованные короли Красного Китая». Ну и в принципе вот эта стратегия, она дополнительно описана в новой книжке. Таким образом, регионы Северо-Восточного Китая абсолютно не испытывают никакой нужды в кооперации с Дальним Востоком. Более того, это зеркальные конкуренты по нефти, по углю, по авиационной промышленности, по ВПК и так далее. То есть сама идея вложения северо-восточных провинций в Дальний Восток, за которой стояла некая идея, значит, мирного сосуществования с Китаем, она не является эффективной. Как только в Китае сменится геополитическая парадигма, северо-восточные провинции Китая, как они всегда были, они превратятся в лютого врага дальневосточных территорий России. И этот лютый враг будет спонсироваться из Японии и Соединенных Штатов. А инвестиции, которые были проведены, они будут использованы как некие форпосты влияния на те или иные процессы на Дальнем Востоке. То есть вот такова сущность инвестиций Китая на Дальний Восток. Дальний Восток России нужен только России. Россия должна использовать свои возможности государства для многократного увеличения дальневосточных инвестиций, создания проектов типа БАМ, других, скажем так, глубоководных портов и так далее. Возможно, северного пути вдоль арктического побережья, который был реализован в конце 30-х, 40-х годов в Советском Союзе. То есть такие проекты, они должны возродить Дальний Восток как форпост геополитического влияния Российской Федерации. Ну, соответственно, присутствие китайских компаний, японских, корейских и американских в торах, это, хотя на самом деле эта проблема, скажем так, переоценена, но и там, в принципе, никакого позитивного эффекта от этого присутствия не будет. Потому что, как правило, это все инвестиции двойного, назовем их так, назначения. Реального выхлопа от этих инвестиций нет. Реальным инвестором в Дальний Восток должна быть только, подчеркиваю, единственным инвестором должна быть Российская Федерация и ее правительство. Должно предоставить льготы, оно должно создать на Дальнем Востоке зону приоритетного развития всей России. В связи с тем, что Восточная Азия становится центром, мировым экономическим центром. Это то, что я озвучил при академике Глазьеве и озвучиваю сейчас. А что должно быть сделано взамен? Взамен мы не должны отказываться от китайских денег, потому что это все же наш стратегический партнер. Мы, еще раз подчеркиваю, партнерствуем не с северо-восточными провинциями Китая, которые зачастую занимают очень такое специфичное отношение к Российской Федерации, специфичное отношение к проектам, специфичное отношение к торговле с Российской Федерацией, к пунктам пропуска потоков транспортных из Российской Федерации, к нефти, которая идет из Российской Федерации. Ко всему этому у северо-восточных провинций Китая очень специфичное отношение, которое в принципе не всегда совпадает с отношением Пекина, столицы, тем более с лояльными России, группами Си Цзиньпина и других лояльных групп. Что должно быть предложено китайцам взамен? Китайцам взамен нужно по-китайски предложить зоны приоритетного развития китайских проектов в Российской Федерации. Должны быть обозначены четко регионы в Западной России, которыми поставлена цель привлечь китайские инвестиции. Это китайский подход. Мы не должны им запрещать, скажем так, инвестировать на Дальний Восток, но должен быть представлен список на правительственном уровне межправительственной комиссии той или иной, которая должна закрепить эти инвестиции, в том числе в нефтегазовый сектор, в инфраструктуру, в научно-техническое сотрудничество. Этот список должен быть согласован с соответствующими ведомствами, в том числе контролирующими органами безопасности и так далее. Тогда, соответственно, инвестиции приобретут систематический характер. Это и является на самом деле первым фактором, почему, вернусь к началу своего изложения, почему китайские инвестиции в России составляют 1 миллиард долларов, при том, что их общий объем составляет 130 миллиардов долларов. Одно из важнейших факторов сдерживания роста китайских инвестиций – это внутреннее сопротивление части российской элиты китайским инвестициям.
И оно не безосновательно, потому что оно имеет под собой основание защиты безопасности и национальных интересов Российской Федерации. Как только будет сформирован экологичный список регионов, как только будет сформирован принцип, подчеркиваю, принцип экологичного утилизации китайского влияния, потому что вместе с китайскими деньгами приходит китайский контроль, как только эта системная работа будет проведена, регионы будут выделены, для китайцев будет открыт зеленый свет, зеленые коридоры по этим регионам, тогда работа пойдет гораздо быстрее и не будет встречать сопротивление такого, как, например, оно встретило в Чувашии, когда вроде бы с местными бизнесменами и региональными органами власти китайская сторона договорилась, а по итогу, значит, проект молочного агрокомплекса, он встал и практически не реализовался, хотя за ним стояло сычуаньское правительство. Так вот, список этих приоритетных регионов, эти регионы должны находиться в Западной России, они не должны быть регионами с участием ВПК сильным. Это может быть Санкт-Петербург, это может быть Москва в первую очередь, Ленинградская область, Московская область, Калуга, Ивановская область, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край. То есть те регионы, которые имеют избыток рабочей силы, научно-техническую базу и не представляют, скажем так, того места, где бы китайцы могли оказывать влияние на дальневосточную повестку стратегическую Российской Федерации. А я еще раз вернусь к этому вопросу, поскольку до сих пор Российская Федерация и ее вооруженные силы находятся на Дальнем Востоке, в непосредственной близости к основным промышленным и энергетическим центрам Китайской Народной Республики. Это и составляет залог нашей дружбы и взаимопонимания, и взаимной вежливости и уважения сторон. Как только этот паритет будет устранен, соответственно, в отношении Российской Федерации будет осуществляться совсем другая политика с позиции силы. Пока Дальний Восток находится под контролем Российской Федерации, такая политика с позиции силы со стороны Пекина просто невозможна. Но поскольку мы осуществляем определенные партнерские отношения, поскольку американцы, сама история диктует нам те обстоятельства, когда китайских денег становится много, они должны и хотят быть реализованы на территории Российской Федерации, соответственно, требуется создать список приоритетных регионов инвестирования. К этому списку требуется добавить также приоритетные партнеры, верифицированный список тех компаний, государственных и частных, которые бы осуществляли взаимодействие с Китайской Народной Республикой, с компаниями Китайской Народной Республики. Это все сделает работу прозрачной, это сделает работу последовательной и системной. Более того, значит, второй важнейший вопрос, кроме вопроса контроля, соответственно, который и мешает притоку китайских денег в Российскую Федерацию, второй вопрос – это вопрос безопасности инвестиций. Дело в том, что очень многие люди, которые работают с китайцами сегодня, они не обладают исторической памятью 90-х годов. А в 90-е годы китайские бизнесмены, которые приходили в Россию, попробовать открывшийся российский рынок, они сталкивались с очень неприятными случаями недобросовестного отношения своих партнеров к проектам, и в том числе властей, в результате которых проекты эти сворачивались. По сути дела, китайцы теряли деньги, их обманывали, говоря языком литературным. Соответственно, эта историческая память осталась в бизнес-кругах Китая. Они с опаской относятся к взаимодействию с российскими партнерами, в том числе и при поддержке российских властей. Поэтому очень важным вторым моментом это является защита и гарантия китайских инвестиций. Зачастую это основная просьба китайских крупных инвесторов при даже очень крупных инфраструктурных вложениях. То есть, когда даже речь идет о миллиардах, китайцы готовы эти деньги согласовать, если региональное правительство выдаст некие гарантии возврата этих инвестиций. И, как правило, даже очень крупные серьезные регионы от таких гарантий отказываются. Если регион отказывается своим бюджетом защищать эти инвестиции, возвратность этих инвестиций, то одним из выходов, который мог бы быть использован для привлечения китайских инвестиций, это как раз создание верифицированного списка доверенных предприятий, которые могут работать с китайцами. При этом они в инвестиции бы вкладывали бы свои деньги, потому что у китайцев зачастую возникает недоумение. Почему вы предлагаете нам в голом поле проект, почему вы сами не вкладываете, если это так выгодно? На самом деле это очень логичный вопрос.
И ответ на поверхности, потому что никто не верит в то, что это будет работать, даже российская сторона. Но если вы не верите, то почему вы считаете, что китайцы это идиоты, дураки, у которых денег, как у дурака фантиков? Нет, это не так. Это деньги, заработанные потом и кровью, серьезнейшей конкурентной борьбой, которая длилась десятилетиями. И в голодающей стране никто не будет расставаться со своими деньгами просто так. Соответственно, если у вас нет партнера на вашей же стороне, который бы вкладывал сопоставимые объемы денег, возможно, даже не половину, а 30% этих денег или 15%, то китайцы не будут вкладывать. Потому что если вы не рискуете своими деньгами, тем более для них это показатель того, что они тоже не должны рисковать. Таким образом, список верифицированных партнеров, которые хотели бы китайские деньги получить, он должен сопровождаться и возможностью этих партнеров, и желанием их вкладывать на равноценных, на равноправных основах эти деньги в эти же проекты. Это было бы мощным стимулом. То есть это второе препятствие, которое существует для китайских инвестиций в Россию. Как правило, партнеры, которые бы вкладывали бы адекватные суммы, очень мало, либо они не понимают, как работать с китайцами. Вот третий момент технический. В 2016 году РИА Новости у меня брала комментарий в связи с победой Трампа. Значит, в ноябре 2016 года. Я четко сказал, что победа Трампа создаст новые условия для качественно нового объема интеграции России и Китая. Китай будет вынужден, он будет выдавлен с американского направления, он будет вынужден искать новых стратегических партнеров. Самым вероятным таким партнером является Российская Федерация. Но я подчеркнул, что способность Российской Федерации получить выгоды от взаимодействия с Китаем упирается в технические возможности русских работать с китайцами. Технические возможности, к сожалению, находятся на очень низком уровне. Банально, чтобы, соответственно, здесь они разбиваются на две большие проблемы. Первая проблема – это во многом неумение работать с инвесторами в тех направлениях, которые касаются Восточной Азии. То есть, например, если в отношении американских инвестиций, немецких инвестиций созданы механизмы, определенные аудиторские конторы, консалтинговые конторы с десятилетним опытом, а может быть и даже более чем столетним опытом, есть и такие конторы, соответственно, которые осваивают эти суммы и ведут контроль за их освоением и правильным употреблением, то на китайском направлении практически нету инструментов, которые бы могли способствовать вот такой работе, потому что реально все раскрученные консалтеры, которые себя бьют в грудь и говорят, что мы там на китайском рынке уже там 40 лет, оказывается, что они просто условно там делают визы или покупают мебель и привозят ее в Россию. На самом деле они не знают даже банального там условно законодательства, которое касается частных предприятий. Не могут дать ответы на какие-то достаточно простые вопросы, которые касаются открытия предприятий, взаимодействия и так далее. То есть консалтинг в отношении китайцев находится в зачаточном состоянии. Я никого здесь не хочу поругать, я говорю, что такова ситуация, таков реальный факт, и вот это направление нужно тоже развивать. Немалую роль в этом негативном процессе играет подготовка специалистов с китайским языком. К сожалению, мощнейшие вузы, они направлены на подготовку, значит, зачастую московские вузы более, скажем так, дальневосточные, там, в данном случае иркутские вузы, а владивостокские, хабаровские, более на практику сосредоточены, но там нету понимания работы с крупными цифрами. То есть потолок, значит, дальневосточников – это 1 000 000 рублей в месяц, а в Москве в основном подготавливают, соответственно, для работы в структурах МИДа, в дипломатических представительствах, то есть это бюрократическая работа, документооборот, дипломатические переговоры и так далее. В Петербурге все востоковедение скатилось до подготовки гидов. У гидов очень, соответственно, объем ответственности работы, объем ответственности, соответственно, ответственности за решение очень низкий. Говорить о том, что гид может управлять предприятием или понимать какие-то риски и так далее, и вообще понимать, как это может работать, это слишком сильно переоценивать гидов. Но, к сожалению, такова ситуация с инструментом работы, то есть практически некому вести этот консалтинг, не говоря уже о том, что, грубо говоря, реализовывать эти решения инвестиционные на территории Российской Федерации. Такие решения есть, например, Балтийская жемчужина,
на территории Санкт-Петербурга миллиардный проект. Там есть свои проблемы, они были связаны с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации, но тем не менее, в принципе, такие примеры таких вот проектов есть, но они, опять же, подчеркну, они малочисленны, они не составляют той базы, которая позволила бы масштабировать вот эти проекты по всей России. То есть, в Туле есть завод Great Wall, в Карачаево-Черкесии, Хавал и так далее. Это все единицы, и те, кто там работают, они понимают мои слова, с какими колоссальными проблемами они сталкиваются при работе с китайским капиталом, с китайскими предприятиями, промышленниками. Очень мало грамотных специалистов в сфере техники, в сфере управления предприятием и так далее. Они есть, но их очень мало. И вот это одно из направлений, которое требовалось бы развивать для принятия китайских инвестиций. Другой вопрос технологический. Значит, большинство российских проектов, которые предоставляются китайцам, они зачастую просто не проработаны. То есть китайцы – это люди, которые любят конкретику. Если вы им говорите о том, что вы хотите принять $1 миллиард, построить аэропорт, телебашню, гостиничный комплекс или что-то еще, то вы должны не просто быть, грубо говоря, голословным, а вы должны быть суперпрофессионалом, который знает до миллиметра, до количества в штуках, до метра и готов четко предоставить план возвратности этих инвестиций. И моя практика показывает, что 99 из 100 таких проектов не предоставляют совершенно никакой информации. Если быть более эмоциональным, то просто хотят денег. Вот. А когда китайцам говорят, что мы хотим деньги, вы нам просто дайте ваши деньги, а мы здесь что-нибудь построим, некоторые китайцы готовы соучаствовать в этом предприятии, но когда речь идет о крупных компаниях, в них присутствует Центральный комитет контроля, его представители, люди, которые курируют безопасность, в том числе и антикоррупционную работу на таких проектах. И зачастую, когда такие проекты ложатся на стол, в том числе проверку в ЦКК или в комитет контроля в этой компании, то руководитель контроля говорит, что налицо коррупционная схема и не рекомендует участвовать своим руководителям и сотрудникам компании в этой, соответственно, в этом интересном предприятии. То есть, зачастую, к сожалению, это практика большинства проектов. Возможно, за ними нет злого умысла, просто есть, скажем так, некая некомпетентность, недоработки. Но в Китае это воспринимают именно так. Я напомню, что в Китае прошла глобальная волна антикоррупционных чисток, в том числе и на предприятиях крупнейших, и на инвестиционных предприятиях. Сейчас она идет в банковской сфере. С мая 2019 года началась вторая волна общекитайских чисток, в том числе на предприятиях. Поэтому, когда предлагается некая схема неясного содержания, то, как правило, ее рассматривают как неприемлемую для инвестиций. Например, гостиница «Пекин» так и не была приобретена сычуаньским правительством, а также китайской железнодорожно-строительной корпорацией, именно потому что ведомство, комитет по управлению государственным имуществом, а также компетентные, соответственно, сотрудники, они не посчитали эту инвестицию приемлемой для правительства Сычуани, для вот этой корпорации. Соответственно, гостиница, при том, что она хорошая гостиница, в центре Москвы находится, она не была куплена. Вот два технических момента, то есть отсутствие консалтингового составляющего управленцев с китайским языком для этих проектов и, соответственно, непроработанность этих проектов. Сырая схема не дает, соответственно, никакого результата. Это если достаточно кратко рассказывать о проблемах китайских инвестиций. Но, тем не менее, есть во всем этом и позитивное звено. Несмотря на то, что есть колоссальные проблемы с кадрами, с непониманием сторон, само движение России и Китая друг к другу, оно носит тектонический характер. То есть это глобальное историческое сближение, и если вы этим занимаетесь, даже если вы занимаетесь этим с большими проблемами, с большими препятствиями, все равно скорость достаточно быстрая, и по мере, соответственно, давления американцев на Китай объемы инвестиций будут расти.
Но еще раз подчеркну, как и было 4 года назад, возможность принять китайские деньги зависит от российской стороны, от ее технической возможности принять эти деньги. Вот коротко то, что я хотел сказать о китайских инвестициях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, становитесь участниками проекта. Это можно сделать, нажав на кнопку «Спонсировать». Вы сразу же у вас получится доступ к отдельным видео для бизнесменов, предпринимателей и так далее о китайском языке и других видео, о которых я делюсь для участников проекта. Если вы считаете, что у вас есть какой-то инвестиционный крупный проект, вы представитель региона, крупная, соответственно, предпринимательской организации, становитесь, соответственно, пишите мне на комментарии, на почту и так далее. Можем это обсудить. Если участники проекта хотят, чтобы я рассказал о каком-то конкретном кейсе, например, о Балтийской жемчужине, о проблемах, почему $1 миллиард вложили, $2 миллиард до сих пор так и не вложен, пишите комментарии, постараюсь ответить, записать отдельное видео. Спасибо.